Խոսքերով հրապարակախոս երբեմնի քաղաքական ընդդիմադիր նախագծերի հեղինակ Էդուարդ Լիմոնովը գրեթե մեկ շաբաթ է շրջագայում է Արցախում, այդպիսով հարուցելով հետաքրքրություն ներսում եւ դարձյալ անհանդուրժողականություն դրսում։ Դե իհարկե պարզ է թե ում մոտ։ Հակասական կերպարը մասնավոր այցով է մեր երկրում, իր իսկ խոսքերով նոր ձևավորված ու չճանաչված պետությունների հանդեպ միշտ էլ հետաքրքրություն ունեցել է։ Էպատաժային գործչի հետ հանդիպելու եւ մեր իսկ թեմաներից զրուցելու ցանկություն ունենք նաեւ մենք։ Спасибо, Эдуард Вениаминович, что согласились на интервью. Ну и как вам Карабах? Что успели увидеть? Ой, успели много чего увидеть, и множество старинных памятников. И я везде записал, как они там пишутся, но боюсь ошибиться. Но увидели массу вещей, древние рукописи какие-то. Кроме этого, вот во всех этих старых, старинных церквях. Во-первых, это чувство, что все-таки это все древнее, древнее, древнее. И даже одна церковь там построена в 1240 году. Но это дата битвы, первой битвы Александра Невского, новгородского князя, которую за это на Неве битву, за это его и назвали Невским. Да. Потому черт знает, когда было, тьма времени, и вот уже отстояло все это. Я испытываю перед вот седыми веками, перед древностью, перед камнями, я испытываю всегда такой священный трепет. Это у меня так вот. Так я устроен. А что больше впечатлило? Во-первых, сама земля, конечно, которая земля роскошная, совершенно невиданная такая. Я все-таки опыт имею, и сербские горы, и все, но у вас это такое впечатление какого-то довольства, буйства природы и довольства необыкновенного. И, конечно, видимо, так я понимаю, что вас от армянских армян отличает, поскольку здесь горцы живут. Они более всегда свободолюбивые, такие свирепые люди, и свою независимость так просто не сдают. Вот что я понял из этого. Потом мне кто-то внушил мысль, кажется, возможно, это был Григорий Аркадьевич. Он мне сказал, что русские не понимают, что здесь, в общем, граница христианского мира, а дальше идет уже Иран, Турция и прочее. Это островок христианства, мы всегда говорим. Очень важно, потому что христианство же не просто религия, это еще и цивилизация, традиции, привычки, определенные жизни, традиции работы, всего войны, всего на свете. Конечно, это должны бы в России понимать. Мы поговорили с учителями, посмотрели, конечно, на фотографии погибших учеников школы. Я так стал считать, но сбился со счета, я думаю, сотни с лишним будет. И это, конечно, очень впечатляет, потому что вот висят они там на стене все, и из-за каждой фотографии это человеческая жизнь. А школа испытывает из того, что я понял из разговоров с директрисой, что испытывает хроническую нехватку российских учебников, и никто им помочь не может. Но я, может быть, не самый... Я не чиновник, и я, ну, что-то я, может быть, попытаюсь кого-нибудь спросить, нужных людей, чтобы какие-то хотя бы русские учебники направили, потому что Россия ведет себя из рук вон плохо, это точно. Они всегда были такие, но постепенно они куда-то движутся. Большая страна, наплевательское отношение часто и к своим, а не совсем к своим, так и так. Я помню, знаете, мои первые вот понимание того, что произошла трагедия вот Советского Союза. Я ездил в Средней Азии, мы ехали на плацкартных поездах, и нас люди местные, да, там куда-то какую-то картошку везли из Кокчетава, там в Алма-Ату. И нас целый отряд был, я говорю, нас было 9 человек. Они нам говорили, русские, почему же вы нас бросили? Я вот понял. Они говорят, вы бросили нас лицом к лицу с нашим собственным, там вот, так называемой элитой, и все. И почему вы нас бросили? Вот я впервые понял, что мы были за что-то еще ответственны. И хотя все там были, я был самый старший, а все остальные там лет по 20, они, собственно, ни за что не ответственны были. Но, тем не менее, груз, как бы вот этой тяжести. Если ты поставлен вот
на этом куске евразийского континента. Если ты оказался самым старшим, ты должен следить за порядком. Ну, кажется, вот Путин собирает Советский Союз восстановить. Это говорят на Западе. У нас тоже такое есть впечатление. Надеюсь, что у него хватит мужества и решительности. И я желаю, чтобы ему хватило вот этого мужества и решительности. Но вы знаете, у нас выясняется интересная вещь. Мы не верим, что Путин А один. это реально, как вы думаете, вот в наши времена это реально? Нет, прежний Советский Союз не будет собран. Но, например, не пойдут прибалты. За прибалтов обязательно вступится НАТО. Но, мне кажется, основные части можно собрать, да. Основные Кавказскую части. часть, да, можно, наверное. А что? Смотрите, вот так или иначе вдруг неожиданно появляется. Сколько было у России постоянно проблем с Кавказом, и сколько у Кавказа было проблем с Россией. Но, тем не менее, оказалось, что есть какие-то связи, которые невозможно разорвать. Мы об этом, конечно, обязательно поговорим, но я хочу спросить, вот наверняка вы знаете, вашим визитом вы автоматически попадете в знаменитый список нашего соседа. Вас это никак не тревожит? Я всегда следовал своим пробуждением своего сердца и своей интуиции. Меня, по-моему, уже на сегодняшний день стран 25 никогда не пустят, а еще приблизительно в десяток я сам не поеду, опасаясь, что это для меня печально кончится. Поэтому я отношусь с глубоким юмором и как кто-то прокомментировал заявление МИД Азербайджана, что они будут расследовать это. Кто-то откомментировал, ему наплевать на это. Вот я поддерживаю этого анонимного комментатора и говорю, что да, мне совершенно наплевать. Жить так, чтобы никого не обидеть, невозможно. Мы вас понимаем. А у вас много друзей армян? Вот мы знаем, что ваш псевдоним придумывал, да, Бахчанян, с Каспаровым дружили. Вот что связывает вас с армянским народом? Я их не выбирал, но так случилось. Это вот тот же Вагрич Бахчанян, он несколько лет тому назад умер в Нью-Йорке. И сейчас, по-моему, его работы появляются в музеях армянской Армении. И он был очень оригинальный, конечно, современный художник, и я думаю, что его по достоинству будут все больше и больше ценить. Ну вот так случилось, это он мне придумал этот псевдоним. Но, собственно, псевдоним — это была литературная игра такая, и все придумывали друг другу какие-то необыкновенные, довольно примитивные такие, нарочито глупые такие псевдонимы. Вот у нас был какой-то человек по фамилии Одеялов, представьте себе. Ну, это детское, нам было по 20 лет всех. Да. А еще с кем дружите? Вот я работал для «Известий» и Life News с 2012 года, потом для русской службы новостей, которая, в общем, принадлежала Араму Ашотовичу, да, как вы знаете его, да. И, в общем, у нас были хорошие отношения. Ну, владельца газеты и журналиста. Он, конечно, хотел меня так, чтобы я был эксклюзивно писал для них, а я сказал, не, я не хочу, он мне предлагал очень большие деньги, но я ограничился тем, чтобы писать тогда, когда я хочу. Это дает свободу. А в других газетах и на других сайтах я мог высказывать те мнения, которые, может быть, не совсем подходили Араму Ашотовичу. А насколько вам знаком карабахский конфликт? Мы можем об этом поговорить? Вот что вы думаете о нашей проблеме? Я знаю больше, чем обычный русский, а сейчас уже, пробыв здесь 4 дня, знаю еще больше. Я полагаю, что, конечно же, вы выразили в самой определенной такой форме, то есть в форме, в конце концов, военного конфликта, свое нежелание жить в другой республике. Вот нечто подобное сейчас происходит на Украине. Да? Вот когда восстали русскоязычные области Донбасса, они не хотят идти. Там у нас есть погибшие вот в той организации партии, которую я возглавляю. Я похоронил уже несколько наших ребят совсем недавно. И раненых много, и кто-то потерял ногу, кто-то... Мне вот это понятно. Вот люди отзываются, то есть мне понятно аутентичность этих двух конфликтов. Хотя там вроде бы нет различия религиозного, а у вас еще и религиозное различие. Конечно, это
Но это у нас не на первом месте. Я, собственно говоря, все понимаю и думаю, что народ не заставить нельзя. Это глупые люди, которые думают, что можно заставить жить. Ну, ненадолго, может быть, страшной силой. При обладании оружием может быть что-то заставить. Но потом все равно народ вырвется на свободу и будет еще хуже для тех, кто заставлял. Это я это знаю да. Я ведь уже человек-то не молодой, я еще немцев пленных помню в Харькове, как их гнали там. Когда Сталин умер, мне было совсем уже вполне 10 лет, когда умер Сталин. Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ Լիմոնովյան մոտեցումներն ակնհայտորեն պրո-հայկական են, սակայն հիմնախնդրի անգուցալուծման ներկայիս մոտեցումները նրան էլ հասկանալի չեն. Двойные стандарты сильных мира сего уж больно нервируют всем. Вот как вы думаете, нам от России ожидать признания независимости Карабаха? Я здесь расхожусь решительно с Россией во всех ее... Извините, перебиваю. Вот почему Крыму, Абхазии можно, а нам нет? Слушайте, а вспомните, сколько лет они не признавали Абхазию. Я говорю о Кремле. И я сегодня себя спрашиваю, а почему надо было ждать лет 12, наверное? Вот. И чего изменилось Подскажите за эти 12 логику, лет? пожалуйста. Мне эта логика тоже недоступна. Я считаю, что, возможно, это логика нерешительности, логика трусости, боязни сразу вот заявить об этом. А вдруг европейское там сообщество там обидится или будет что-то думать. Так нельзя размышлять, так не должно размышлять и поступать большое государство, региона, от которого очень-очень многое зависит, от себя так вести нельзя. Я не считаю, что русские идеальны. Нет, вовсе нет. Но что это единственная возможность как-то... Вот, русские выносимы. О, хорошее слово. Я всегда помню очень хорошую казахскую пословицу. Казахскую. Я много в Казахстане бывал и даже однажды был там арестован. Не за мошенничество, упаси Господи, за политику. И вот у казахов есть отличная пословица. Они говорят, когда черный китаец придет, рыжий русский покажется братом. Вот запомните эту пословицу, что, конечно, все на свете относительно. Это не обязательно, что русские наилучшие в мире. Но я думаю, что в вашей ситуации это правильная ориентировка на Россию. На все. Какая бы Россия вот ни была сейчас. Но она становится лучше, выносимее. Я это отмечаю. Да, даже вы это отмечаете. Впервые, вот я не сентиментальный человек, очень жесткий и довольно не прощающий ничего, но когда я видел церемонию вот в Кремле, эту воссоединению Крыма с Россией, я уронил слезу. О, как! Этого надо добиться. А потом они опять испугались, началась война в Донбассе, и опять слегка поддержали и поддерживают, иначе бы, конечно, было бы хуже. Но недостаточно, в моем мнении. Кстати, и об этом тоже. Вот Россия хочет сбалансировать в нашем регионе свои отношения между Арменией и Азербайджаном. Но поставки российского оружия Азербайджану вызвало недовольство в армянском обществе. Надо в один прекрасный день выбрать и сказать себе, и выгоду тут искать не надо. Надо искать союзников более надежных. Вот зачем пожертвовать союзническими отношениями ради Азербайджана? Я вот что думаю. Я думаю, что... Неужели Азербайджан так нужен России, что она готова пожертвовать союзническими отношениями? Или же неужели Россия думает, что Азербайджан ради нее пожертвует отношениями с Турцией? Не пожертвует, безусловно. Более того, я считаю, что тут еще такое, немножко жлобское такое должно быть отношение, что армянам деваться некуда. У них нет... А это разве красиво воспользоваться этим? Это разве красиво? В политике это может быть и не особо красиво. Да, мы понимаем, что в политике красоты не надо искать. Да, это должно, знаете, вот, когда чаша весов, и должно что-то все-таки. Это значит, они будут верными союзниками. Я не скажу там верными до последнего армянина, но до многого, да. А как вы считаете? Да, политика, она такая. Вот, да, есть к сожалению. И такие соображения. Потому что очень, извините, очень соблазнительно сейчас выглядит для такой республики, как Азербайджан, радикальный ислам выглядит очень соблазнительно.
Да, это понятное дело. А Эрдоган проводит, смотрите, он проводит свою очень хитрую такую политику, ну, явно радикализации. Ведь раньше Турция была ориентирована на Соединенные Штаты, они старались скрывать свою эту религиозность. Նման զրուցակցի դեպքում խուսափել չի լինում քաղաքականության անգամ անցանկալի խորխորատները մտնելու գայթակղությունից. Раз уж перешли на политику, давайте и об этом тоже. Вот у вас была партия «Другая Россия». В какой, да, так есть, да? Вы Одна партия была запрещена, предыдущая. В какой России вам бы хотелось жить? Вот. Знаете, я с возрастом становлюсь... Я был экстремистом, вот, в кавычках, да, то есть радикалом. Начитались, да. Но надо понимать, что вот мою критику власти сегодня, слава богу, власть, она может и не согласна с этой критикой, но она позволяет, чтобы это звучало. Еще там лет 5 назад я не мог свои взгляды свободно, скажем, на российском телевидении выражать, сейчас это возможно. То есть постепенно... Кстати, вас все меньше стало на федеральных каналах. С чем это связано? Я сам одно время виноват. Где-то, по-моему, в 2014 году к осени меня убрали из так называемых черных списков. Я никогда не видел ни одного черного списка, но люди говорят, что так. И меня стали наперебой приглашать на телевидение, на федеральные каналы в 2014 году. Но я сходил 2 раза и потом сказал себе, не, я не буду в этих политических шоу участвовать, это достаточно... ну, как бы унизительно. Я 2 года, держа свое слово, которое я дал самому себе, я не ходил. А потом произошло, ну, это, может быть, вам не интересно, но в 2 словах произошло, значит, я лишился трибуны на русской службе новостей, потому что ее финансово она не выдержала. Да. И я подумал, мне нужна трибуна, и я стал опять ходить на телевидение. Вот, как быть услышанным. Да. Ну, трибуна, чтобы заявлять свои, как помните, у китайцев эти дадзебао, они вывешивали свою точку зрения, да, высказывали. А вот о вашем литературном творчестве я не рискну беседовать, потому что мало знакомо. О литературном творчестве. И потом мы вас больше знаем как общественного деятеля, как журналиста. Вот подскажите нам, в чем главная задача современной журналистики? Ну, я думаю, что всегда для журналиста это основное такое изощренное, извращенное удовольствие все-таки говорить правду. Потому что правду, за правду все-таки и наказывают. Надо людям говорить правду, они ищут это. Правды очень мало. Есть вот у нас сейчас насаждается даже такой патриотизм, который подавляли. Я вот в 94-95 годах выходил праздновать в Москве 9 мая, День Победы. Его не праздновали официально. И мы самые такие... Левые, самые крайние, мы выходили с трибун, там что-то вещали народу. Народ на нас смотрел как на идиотов, грубо говоря, они не понимали еще. Ну вот созрели, теперь все ходят, бессмертный полк, там что-то 800 тысяч вышло. Ну, всегда опережают. Некоторые люди опережают свое время и долгое время на них злятся. Но если достаточно долго жить, то они покоряются твоему. Да. Я говорил, есть, похвалюсь, еще в 92-м году, я говорил, есть видео, почему-то сохранилось. Я стоял на Манежной площади и говорил, за Крым и Донбасс придется воевать. Все у нас, да, говорят, о, какой пророк. Боже мой, пророк. А я считал, что это нормально. Я видел в Сербии то же самое. Я видел, как за все приходится. Все надо выцарапывать силой, кровью, воевать. Да, просто к сожалению, это так, конечно. Ты можешь говорить умные слова, тебя все равно никто не будет. Будут слушать как дурачка. Но если ты победил, то и твои идеи победили, то ты уже нет, нисколько, ты уже другой человек, герой. Վերջաբանի փոխարեն նորից վերադարձի հարցն է, ինչին Էդուարդ Լիմոնովը պատասխանում է իր արդեն հնչեցրած մտքի շրջանակներում. Меня спросили, что вас сюда привело, я говорю, моя явная антитурецкая позиция прежде всего. И вот как раньше, может быть, это случилось бы и раньше, но раньше не было связи. Но не только же из-за этого вы... С живыми людьми не было. Ну, надо всегда, чтобы была связь с живыми людьми, вы же не можете себя навязывать, а я не привык себя навязывать. Когда наступает время, и это случается, это происходит.
Ну вот и все. Благодарю, что согласились еще раз на интервью. Спасибо. Спасибо вам, да, да нет, пожалуйста, буду рад.